Английский город Ноттингем расположен на реке Трент. Он очень древний, основан еще в 600 году, и с ним связаны такие громкие имена, как крестоносец Ричард Львиное Сердце, один из самых знаменитых правителей Англии в средние века, и, конечно же, легенда о Робин Гуде. Это тоже про Ноттингем. В центре города стоит памятник этому герою. Как и большинство английских городов, в Ноттингеме есть свои старинные замки и церкви, которые просто восхищают сохранившейся средневековой архитектурой. Даже герб города нарисован с башней замка и двумя гордыми оленями. О них я расскажу отдельно. Изюминкой Ноттингема также считается Воллотон парк. Это заповедник с огромной территорией, на которой находится сам древесный парк, в котором гуляют олени, зеленые лужайки и, конечно же, замок в несколько этажей. Вход был бесплатным. Возможно, за услуги экскурсовода пришлось бы заплатить отдельно, но можно было посмотреть и самостоятельно. Чтобы обойти все этажи и рассмотреть внимательно экспонаты, одного дня просто недостаточно. Сразу при входе привлекает внимание макет замка, выполненный с соблюдением даже самых мелких деталей. И вот такой макет в разрезе. Посмотрите, насколько тонкая, кропотливая работа была выполнена при создании этого дома. Один из этажей был посвящен миру животных. Чучела выглядели словно живые, и хотелось их рассмотреть с разных ракурсов. Было много посетителей с детьми, которые были просто в восторге от увиденного. Это как своеобразный урок по зоологии и природоведению. Насколько богат окружающий нас животный мир. Показать истинные размеры территории парка-заповедника не получилось, но это так впечатляет, как они огромны. Трава яркого изумрудного зеленого цвета. Съемка сделана в октябре, но посмотрите, как все по-летнему зелено. Даже попав на менее посещаемую тропу, где встречался валежник и бродили олени, мы увидели вот такого высохшего великана. В диаметре он превышал 2 метра, так как, стоя рядом с ним, я не могла достать до верхней части. Народное мастерство даже из таких материалов. Олени бродили по своим тропам, иногда выходя ближе к людям, но везде висели предупреждающие знаки, чтобы не подходить к животным ближе, чем на 50 метров. Хотя олени чувствовали себя очень спокойно
и занимались своими делами. Нам оставалось только ими любоваться и постараться запомнить это прекрасное впечатление от посещения Волотон-парка в городе Ноттингем.